Отдай! Падла! Так, здрасте. Утро, получается, воскресенье уже. Сегодня начинается с того, что я забираю кофе с почты. Вот, приехал. Ну, это 2 коробки. Еще там 4 коробки. Отправили мне почему-то на отделение, хотя надо было курьерской доставкой. Сейчас буду звонить и разбираться. Пока носил, получается, кофе этот. Ну, еще мне 2 коробки надо отнести. Вспомнил, что каркушки тут сидят. Пока тут, кстати, пусто, смотрю. 2 каркушки, только обычно их больше. А не, вон они с той стороны. Так, мне интересно, моя каркуша с лапкой есть тут или нет? Пока не вижу. Бедолаги есть. Кормит. Так, где моя каркуша? Вороны, блин, спят еще, походу. Ну вот. Ладно. Покормим доходягу. А вафелька, кстати, пахнет вкусно. На самом-то деле. На. Спорим, друзья, что он сейчас уронит ее? Ну хотя, блин, какой-то аккуратный, может не такой доходяга. Иди бери. Иди бери. Не берет ни хера. Иди бери. Глянь. Аккуратный. Какой-то вообще необычный голубь, если честно. Вообще не похож. Гляньте, не кидается, не берет сразу. Неужели он ждет, пока я отойду? Неужели он ждет? Вот хорошо, я, ну давай, интересно даже. А ну. Давай, не? Или у него глубокая депрессия какая-то. Чувак, что с тобой? Охренеть. Чувак, что с тобой? Вот, смотрите, видите? Вообще не боится тоже. На. О, каркушка. Первая каркуша есть. Хватай. Если одна прилетела, сейчас еще другим скажет. Сейчас еще и другие будут. Так, все. Смотрим, где откуда на нас смотрят каркушки. Может на том дереве? Не знаю. Так, сейчас ложим и смотрим, откуда прилетит каркуша еще одна. Блин, интересно, насколько, кстати, зрение у них хорошее. Я даже не знаю, потому что я вижу он сидят и сверху каркают. А, и он, галочки на доме. Сейчас посмотрим, откуда прилетит. Так. Так. Вон уже ворона. Сейчас отойдем сильнее. А, это слеточек. Маленький. Слеточек, привет. Может, это тот, который кричал? Слеточек, на, мой хороший. На, иди бери. Бери, малыш. Это маленький слеточек. Родители им говорят, что надо все равно быть аккуратным. Мама вот летает. Видно, что следит, смотрит. И видите, смотрит. Или это брат-сестричка. Увидела, что что-то во рту. Блин, ну только ты не смотри, что у него, а посмотри, что у меня. На. Иди лети сюда. Нет, сидит там. Пока не летит. А, хоть смотрите, ворона забирает у голубя. Гляньте, картина какая, друзья. Вообще класс. Вот это да. Тут пытается захватить. Гляньте, охренеть. В рот запихал, насколько можно. Ты ж подавишься. Все равно хочет забрать. Хотя это молодая ворона. Охренеть, они шоу-волки, если честно, какие-то. Гляньте, а тут рот набитый. Ладно. Все, иди сюда. Побежал дальше его кошмарит. Вообще не отпускает. Охренеть. Никогда такого не видел. Этот рот набил весь себе. Весь рот набитый. И не проглотить не может ничего. Пытается проглотить.
целую булку. Вы знаете, что он может крякнуть от этого? От своей жадности. А вон сидят тоже сверху. Ждут. Да ладно, что, вы вдвоем будете забирать? Боится. Молодой. Видно, да, тоже молодая. Ладно, машину там оставляю. О, ну да, это еще молодые. Я вижу, летят вон. Троем. Реально волки, ё-моё. Ну не ж стайные. Гляньте, один, второй. Вообще ему покоя не дают. Эти смотрят просто на меня, не понимают. Но думаю, все равно надо найти его. А этот с ртом он... А, и он ворона. Короче, они ему покоя не дадут, потому что сказали, что сладость. Короче, друзья, плохо быть голубем. А вот этому плохо, бедному. Давайте его покормим. На. Возьми. Я тебе дам. Собака не дает поесть. Вот так я утром хотел позавтракать. Собака вот так лезет в тарелки постоянно, не дает поесть. Понасырала тут. Там достанет что-нибудь. Видите? Она вот тут обычно лежит и лазит по тарелкам. Приучили, блин. Как так можно? Ё-моё. Как так можно? Ай-яй-яй. Вот так она плачет. Дайте мне, дайте. Так сначала стояла на тарелкой и плакала. И вот так подъедает, любит подъедать. Собака вообще охренела, котлеты жрет. Иди отсюда, ва. Нет. Дуся. Я не хочу давать эту котлету, тут лук. Отдай. Падла. Отдай. Иди отсюда, ва. Нельзя тебе эту котлету есть. Так, друзья. Дорогие мои друзья. Что-то мне опять на эту почту надо идти. Приехали какие-то сиропы. Леденцы поприезжали. Надо тоже сейчас их забрать и отвезти на кофейню будет. Чтобы... То, что они там закончились, по-моему, или заканчиваются. Хотя сегодня был уже на почте. Сегодня день какой-то почты. А у меня тут лежал английский мой. Вот. Сегодня хотел поучить. Дома не нашел, оказывается, в машине оставил. Вот я не знаю, как вы, у вас такое есть, когда день проходит просто зря, или он не может просто пройти зря, чтобы ты что-то не поучил, чтобы ты что-то не сделал, или какими-то вещами не занялся. Я думаю, это самое основное любого человека. Нельзя просто, вот у меня один товарищ, он может целый день пролежать на кровати, фильм посмотреть, или сериал, или в игру играть. Для меня это ужас, это страх. Нельзя себя к этому приучать ни в коем случае. Хорошая цитата, которую я услышал, когда был маленьким, и она у меня отложилась в голове на всю мою жизнь. Вот я ее хорошо помню, всегда сейчас говорю. Если тебе нечем заняться, займись собой. Читай, развивайся, учи, познавай. Спорт, зарядка, времяпровождения, прогулка, что угодно. Ну не деградация. Едем на кофейнюшечку. Помните, у нас их две. Одна вообще маленькая, островочек такой. Одна чуть побольше, но также небольшая. Такие типа маленькие, небольшие. Знаете, как говорят, с небольшого ручейка начинается река. Так, что нам надо отнести? Это я угощу пироженком, булочки. Здрасте. Это вам. Так, булочки. Так, а тут уберите, сейчас тут надо мне забрать один концентрат. А, тут и половину конфет. Ой, оно же не приклеено. Оп. Надо сейчас будет понять, что где. Что это такое? Так, ну, мистер Кабан, я знаю, ты это посмотришь. Вот у нас, получается, вот такие леденцы есть прикольные. Вот я привез. Вафелька. Кава. И вот такие штуки. Цены вроде бы нормальные. Так, друзья, что-то я сегодня вообще забываю снимать, если честно. Даже постоянно у меня сумка, все вещи с собой. Ну, типа, что-то я вот как-то снимать забываю. У нас пошел дождь. Смотрите, собака. Из новостей, держу вас в курсе. Съездил в церковь, потому что сегодня воскресенье. И сходил перекусил. Перекусить решил лазаньей.
Как Гарфилд. Ну и собаку надо выгулять, вот видите. Ходит. Тут кот иногда бегает. Раньше тут жил кот, но он пропал куда-то. Сверху у нас выпускали. И тут кто-то его, видно, забрал или еще как-то, не знаю, жалко. Прикольный был котик. Да, Дуся? Помнишь, был котик тут? Жалко. Вы знаете, мне хочется сделать выпуск целый и рассказать про то, как у меня ворона жила. Галочка. Если не соврать, она у меня прожила, наверное, месяца 2, наверное. Да, месяца 2, может даже больше. Такой интересный промежуток времени был. Именно с этой галочкой. Получается, эта галка пришла ко мне. Как? Случайно. Вышел я в магазин вечером и вижу, ее кошка мочит. Мочит так конкретно, там такой охотник. Типа вообще без шансов. И как бы я кошку отогнал, ее забрал. И думал, ее подержу дня 3-4 дома. Сделал ей там локацию такую. Подкармливал, все прочее. И по итогу 3-4 дня проходит, понимаю, что что-то не летает, что ей лучше не становится. Повел, короче, к врачу. Посмотрели, у нее крылышко сломано. Наложили повязки там, как этот, чтоб срасталось, но сразу мне сказали, что вероятность того, что срастется, очень маленькая. Как раз таки связано с тем, что у них трубчатые кости. Ну и вот так она месяц снимала постоянно эту штуку. Возмущалась, не нравилось ей. И все время хотела она покинуть меня. Вот, ну я это точно, даже не то, что скорее всего, я ей вообще не нравился. Мы иногда дружили с ней, как она там на плечо ко мне запрыгивала или еще как-то с рук ела и прочее, прочее. Но всегда она хотела сбежать. Всегда. Ну, в общем, когда через месяц мне сказали приходить, опять налаживалась, и как бы не срасталась она. И потом вот в нашем городе там дали лучшего хирурга, кто по этим вопросам. И он как бы осмотрел, рассказал, и немножко детальнее в эту систему, скажем, погрузил меня со своей точки зрения, со своего жизненного опыта, рассказывал, как они там и ястребу делали операцию, что прошло полгода, все равно не стал летать. Короче, различные темы. А этот гальчонок, ну галочка, такая история, что он сказал, что вероятность того, что она умрет, очень высока. От наркоза даже просто не отойдет. Ну а дальше он сказал еще как бы проблемы, связанные с тем, что очень легко там повредить какой-то нерв, что крыло вообще у нее будет висеть и телепаться, то есть не держаться. А так она им хоть двигать, как бы, знаете, может. Ой, какой у меня тогда был тяжелый, друзья, выбор. Вот я просто сейчас решил рассказать про эту историю. Выбор был очень тяжелый. У каждого в жизни возникает ситуация, когда человек задает себе вопрос. У него появляется возможность помочь кому-то, тому, кто не в состоянии себе сейчас помочь. И как бы ты понимаешь груз ответственности того, что вот именно ты должен сейчас повлиять и как бы оказаться порядочным, хорошим, правильным человеком, или как это можно еще назвать, не знаю. Ну, я образно. И у меня становится дилемма. Делать эту операцию, которую у меня 2 раза 3. Я ему говорю, давайте так попробуем, меньше дозу. И он улыбается, как бы говорит, да. Ну это ж не один был, с несколькими общался. Ну это такой просто самый с опытом, вот прям. С кем говорил в основном, там, и животных всех ему везли. Хотели, чтобы он как бы занимался операциями. Ну, короче. Ну и я все равно же думаю, может все-таки рискнуть, если есть все-таки там 1%. А потом думаю, ну умрет она, это же все-таки моя ответственность, то что она умрет. Мое решение. Дальше думаю, отдать ее в приют. Вот я видел, ну как приют, живут там где куры, козы или еще что-то. В общем, есть разные локации. Договориться, заплатить просто, чтобы приняли и как бы жила себе там. Либо
Дать ей свободу выбора. И вот сейчас подробнее объясню. Взять на себя ответственность, когда все факты говорят о том, что не надо. Как бы хотя бы 50 на 50, если было. Возможно, прискнул. Но за счет того, что прогнозы чересчур были ужасные и плохие в этом плане. И нерациональные. А потом говорить просто плечами. Сделал, что мог, такая судьба. Не стал. Второй вариант — это отдать ее куда-то, чтобы она доживала свою жизнь. Ну или со мной осталась бы, просто доживала. Я этого не сделал. И за счет того, что она прожила со мной 2 месяца. И она сколько раз дома пыталась сбежать. Ну как бы нервничала, я видел. Ей не нравилось находиться дома. Вот она хотелось. Я не понимаю, из-за чего она хотела. Как я могу понять, в ней в голову залезть на самом деле? Но полагаю, что не стайные. Может, у нее родители, детки, супруги, с которыми очень важно находиться. А не принять и просто начать со мной жить и грустить. Ну, по ней видно было, что она как грустит за кем-то. Постоянно, вот я ее в коробке сначала держал, и она в коробке дырки, дырки, дырки. И вылазила. Я вот так специально открывал, смотрел, будет уходить. Я открывал, она так хотела выбраться. И специально я ее в лес возил. Садил вот так на деревце. И обращал внимание, она сидела, я когда с ней, она сидит, смотрит. А потом, получается, когда я уходил, специально, видел, она, оп, и начинала удирать, драпать прям очень сильно. Я понял, что прям, ну, не хочет, не нравится. И когда-то я в один день уже смотрю на нее, она худеет, я ей мясо, яйца, ну то есть то, что они любят, скажем. И смотрю, вот она реально без настроения. И жалко, ну как бы жалко, потому что я их люблю на самом деле очень. И я понимаю, что у нее есть свои планы, и она не хочет, чтобы я ей распоряжался ее судьбой. И я думаю, вот там у нас возле дома есть тоже деревце специально, так там было, скажем, я его нашел. И думаю, посажу ее так повыше. А важный факт, это деревце относительно недалеко. И я как бы предполагаю, что ее родичи там... Я ее думал сначала отвезти в лес, там, в котором мы гуляем. И я с ней гулял. Ну, я вот что-то предполагал. И предполагаю, что все-таки для нее важнейшая задача была к своим. К своей стае. Деткам, опять же, к маме, к папе. Или кто там у нее. И думаю, отнесу ее. И через пару часов заберу. А они умные. Если она будет чувствовать безопасность, опасность, того прочего, она останется, вот как я понимаю. А если все-таки у нее какие-то планы, и они для нее важны, она уйдет. И я прихожу в часов 5, ну там прошло часа 4 даже. Смотрю, ее нету. Она ушла. И знаете, в чем дело? Птица без крыла, я не знаю, она может прожить неделю, 2, может и меньше, может больше. Но однозначно плохо ей будет. Так вот. Я вот, знаете, задумаюсь, если вы можете послушать, и у вас есть свое мнение на этот счет, вот как правильно было бы все-таки поступить? Вот дать ей свободу выбора этого, либо все-таки принять этот выбор за нее. Но через время я вот встретил на нашей мусорке
каркушку с крылышком больным, с проблемным, которая приспособилась, я ее постоянно вижу. И мне так приятно, что я ее вижу, знаете. Что все-таки вот, когда все против тебя, ты адаптировался к жизни и знаешь, где, как, куда. И уже долго. Я ее, ну, реально года 2. Если, ну да, 2. Не больше, 2. Тут вижу. И приятно. И когда вот тоже обращал внимание, когда-то в лесу были, и там сорока тоже, помню, еле летит, вот так смотрю, еле летит, как, знаете, худо-бедно, но она летит, как бы с одного дерева на другое. Небольшую дистанцию она пролетела. И то есть приятно, что они адаптируются. И сказать честно, вот правда, честно скажу, я считаю, это правильное было решение, хоть оно было тяжелое, скажу честно. Тяжелое. Знаю людей, которые собак отдавали нехорошим хозяевам. И собаки всю жизнь мучились. А эти люди себя считали хорошими людьми, что они поступили правильно. Как бы пристроив. Ну, важно еще момент, куда ты пристроил, и как туда пристроил, и как ей будет там. Поэтому так вот, друзья. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь.